Всем привет, друзья! Вы на канале Navi Brawl Stars, с вами Лана, и сегодня мы сделаем такой небольшой разбор режима Duo Showdown с нашими игроками, узнаем, какие пики они предпочитают, какую стратегию игры выбирают и какая мапа их самая любимая. Приятного просмотра! У меня в руках Нави карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы игроков КС-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Нави-карту от Тинькофф. Петь, расскажи, чем хорош режим парного столкновения? А если говорить вкратце, то, наверное, хорош тем, что не нужно собирать фуловую команду, можно хотя бы напарника найти. И в целом, если выбрать хороший пик, можно даже поднять персов, которых, можно нормально помучиться где-то в 3 на 3 режиме или соло одиночном, то есть в парном где-то может хорошо пойти и прям нормально кубков подняться. Какая твоя любимая мапа для парного столкновения? Наверное, карта Fast of Famine или на русском «Все или ничего». Если ты там центр займешь, то можно потом не напрягаться и просто выжидать, когда карта уже сузится, и всех остальных там раскидывать, потому что ты уже как босс будешь, в центре всегда много банок. Дай пару советов, как прикольно можно играть, за каких персонажей, каких героев, бравлеров, и какой стратегии придерживаться. Вообще, вкратце, эту тему полностью не разобрать, потому что она слишком обширна, слишком углубленная, но если говорить вкратце, то по-любому нужно подстраиваться под мету, под каждую карту. Если там много кустов, то там тащить те, кто именно сильны в этих кустах. Если она открытая, понятное дело, там будут дальники. И вообще, в целом, еще и многое зависит от баланса, но я бы, наверное, рекомендовал, даже для проверки можно взять какого-то перса. Пусть это будет какой-то другой перс, который не особо тебе нужен, не особо важен на больших кубасах, и пойти проверить его, что там юзают. И когда там 800-900 плюс идешь, ты чаще всего именно один тот же пик видишь, и ты понимаешь, что вот этот пик, он здесь самый жесткий, самый метовый. Вот можно примерно даже так ориентироваться, если нет особого понимания, что где брать. Хорошо, а вот ты играла за Тика в этот раз, и вот есть вообще в целом такая категория героев, да, которые типа закидыватели, Тик, Гром, кто там еще... Динамайк примерно в какой-то мере. Вот как ты думаешь, сложно за таких играть, если, например, твой напарник умер, и ты такой в соло остался? Метатели, да, это как раз-таки вот связка. Допустим, есть связка очень сильная для карт, где много стенок, это Вольт и какой-то метатель. Чаще всего Динамайк, Тайгром. И как раз-таки тот тебя всегда должен прикрывать, чтобы на тебя не налетели резко, не снесли, а ты потихонечку подавливаешь, через стенки всех закидываешь. И во многом зависит от момента, но если там на том же Динамайке застанете хорошо задамажить, то можно даже и без тиммейта вывести, но если ты будешь с тиммейтом еще там где-то в войсе, может быть, друг другу будете говорить, чтобы друг друга понимать, куда идти, куда не идти, то по-любому, я думаю, что можно даже и раскидать даже сильную тиму, в которой больше банок. Какие вот твои любимые пары тогда? Например, вот в этот раз у тебя был Тик и Эдгар. Как тебе сочетание героев? Я, по-моему, с рандомами играл, если не ошибаюсь. Да. И вообще, в целом, там нужно быть готовым ко всему. Когда ты идешь в дуо с рандомом, ты должен быть готов, что ты даже будешь в полкатки вообще, может быть, один играть. Чел там может вылететь и так далее. Поэтому еще один из основных советов, конечно, это найти тиммейта. И можно даже через поиск в игре, там, где значок лупа, можно там искать тиммейта и какого-то найти. Можно с ним разыграться, можно так сдружиться и дальше даже пушить. Я помню, давно проверял такие темы, и там тоже иногда хорошие игроки попадаются, хотя, понятное дело, много и слабеньких, с кем будет тяжело поначалу играть. А если вообще про связки говорить, то, безусловно, вот связка Гром — это сейчас персонаж, который очень далеко стреляет, у него очень имбовая ульта, хоть его и ослабили, но вот в этой связке можно много вариантов раскидывать, и можно взять там под кусты, потому что он их просвечивает гаджетом, можно взять под открытый, он может за стеной стоять и просто всех закидывать. В общем, даже если там карта супер открыта, все равно можно найти место, где спрятаться, и поэтому Гром один из основных сейчас, на ком можно играть, он доступен, и его не тяжело найти, и можно с ним прокачивать. Как относишься к игрокам, которые вот до последнего сидят в кустах и потом так немного в крысу выходят на тебя? С пониманием, они не могут отыгрывать со стороны такого прессинга, когда ты постоянно в напряжении, постоянно со всеми рубишься. Это более агрессивный, более рисковый режим, так сказать, игры, и поэтому они предпочитают просто дождаться момента и уже... понятное дело, они кубки апают своим способом, но, конечно, есть минус то, что таким способом ты много опыта не наберешься, ты просто прокачиваешь кубки и все, а вот прям хорошо на персе этом ты не станешь играть, если ты полкатки отсидел в кустах, и практически ничего не делал.
Хорошо, а как относишься еще к людям, которые кидают дизлайки? Да, нормально. Прикольно наказывать таких людей в плане того, что он тебе дает мотивацию еще больше, чтобы ты победил. И поэтому можно сказать, что это даже для самого человека плюс. Человек тебе отправляет дизлайк, ты еще более мотивирован и побеждаешь. И тебе хорошо, и ему он свое делает, ты свое. А ты вообще пользуешься пинами? Да, пользуюсь, но чаще всего, если там какой-то плачущий смайлик, я могу его использовать после своего неудачного момента, а не после того, как там тиммейт или я там кого-то перебил, и отправлять, мол, грустно, более троллить людей. Ну, то есть я чаще их к себе отношу, не к сопернику. Ага, а сам вообще часто играешь в DuoShoD? Раньше часто играл, но сейчас дуэль режим появился, и вот как-то там повеселее. Там не приходится даже напарника искать, сам играешь, и поэтому если что-то в соло пытаюсь сделать, то, скорее всего, туда иду. Но если есть какие-то квесты, вот по квестам часто захожу, и я скажу, что в дуо с рандомами веселее даже играть, чем, например, в том же соло ШД, где просто 8-9 человек соберутся в кучку, будут тимиться, вот на них мы тоже пытаемся часто охотиться и так далее, но все равно крайне тяжело. В дуо ты же можешь более-менее на равных играть, то есть там до какого-то момента можно дойти и нарваться на тех, кто уже парами будет тимиться. Но если вообще общую картину брать, то это более чистый режим, где можно более честно отыграть и что-то там забирать. Вот поэтому дуо я люблю больше, чем соло ШД. Хорошо, и хотела еще спросить вне темы, какие твои ощущения после того, что сказали, что ты игрок года? Да, это невероятно крутая тема. Я даже не знал, что я там номинирован, не то что победил. Это прям вообще супер большой сюрприз был. И, наверное, большую мотивацию дает дальше продолжать нести это наследие, потому что все-таки наш регион, он впервые там где-то в мире появился. Своего региона у нас никогда не было, поэтому есть еще больше амбиций и мотивации продолжать это делать и представлять не только там нашу организацию, но вообще все СНГ. Расскажи, нравится ли тебе вообще DuoShoD? Нет, не нравится. Почему? Ну, потому что сам тиммер много, нечестная игра. И там скилл не часто влияет на то, какое ты место займешь. А почему скилл не влияет? Типа, ты же все равно можешь как-то более осторожно играть. Да нет, там просто надо толпой играть, то есть там нет такого баланса прям. Угу. А какой твой любимый режим? Brawl Ball. Их есть. Хорошо, но все равно люди все равно продолжают играть в парные столкновения, поэтому давай дадим пару советов, как это сделать максимально хорошо, постоянно выигрывать. Вот, например, берем твою игру сейчас, ты взял Эдгара и Фэнг. Почему такой пик? Ну это же рандом. Там в рандоме Фэнг, по-моему, залетел, да? Ну Фэнг, да. А, подожди, ты вообще рандом, ты не... Да, я с рандомом играл, да. Я поняла. Это рандомы были. Ну, кстати, вот занял топ-1 и топ-2. Там неплохо. Ага, ну хорошо. Хорошо, тогда скажи, какие пики в идеале было бы, например. Вот ты берешь Эдгара, кто был бы твой идеальный напарник в этом плане? Ну, это зависит от карты, я думаю, больше. Вот, например, если брать ту карту, которая там была, штольня, я думаю, если бы Боб был в команде, который кусты бы просматривал с помощью своей пассивной способности, это была бы хорошая связка. Топ тогда героев для этого режима? Ну вот для штольни, например. Леон, Байрон и Эдгар, может быть, я не знаю. Хорошо, а ты второй раз играл за Кольта? Да. Он не входит в твой топ? Ты там классно сыграл очень? Не, Кольт не входит. Это просто мой любимый персонаж, поэтому я его взял показать. Тем более на сухих хуках был. Ну, кстати, топ-1 забрал с рандомом, поэтому, ребят, все возможно, если хотите стараться. А как ты попросила дать советы по игре? Если вы играете с рандомом, как я, да, пытайтесь играть как-то больше от себя, не надейтесь на него, просто играйте в соло. Если вы играете с командой, вы должны как-то, не знаю, это как-то странно очень прозвучит, слиться с тиммейтом воедино, стать одной командой и полагаться друг на друга. А если это рандом, как вот эта связь настраивается? У тебя есть вот эта связь? Никак. Каждый вообще идет в свою сторону, да, короче, делает свое. Ну да, ну вот там я, по-моему, с Гейлом тогда попался, да, на кольте, да. Которую игру увидите, я вот с Гейлом попался, он был таким нормальным парнем, то есть мы с ним вместе играли, в принципе. И есть адекватные ребята, есть неадекватные, поэтому тут зависит от рандома, который вам попадется. Но не рассчитывайте на него. А ты замечаешь, что вот игроки как-то тебя узнают по подписи? Типа, что есть какая-то реакция? Да. Потом пишут тебе в инсте или куда-то еще?
Ну писали, да, был парень такой написал. Еще очень часто, когда проигрывают, я заметил, пишут и кидают скрин. Вот, смотри, я проиграл. Такое тоже бывает. А как ты относишься к стикерам, когда люди кидают стикеры? К пинам парно? Хорошо, к любым хорошо. Так, еще, может, какие-то советы типа по игре за Эдгара? Как прикольно, За потому что Эдгара? я смотрю, что и ты выбрал Эдгара, и Джейсон тоже, и у Пети вот как раз напарник взял Эдгара. Я смотрю, типа, он популярный для этого режима в целом. Ну, крысу отыгрывать, что тут. Крысу просто играть, не влазить никуда. Типа в ждать кустах подходящего- прятаться и потом прыгать, да? Да, ждать подходящего момента, фармишь банки и просто сидишь в крысу, ждешь кого-то без и атакуешь. Ну это просто это рофлый персонаж. Расскажи тогда пару там советов о том, как играть в Дуошиде. Ну, я думаю, тут по тактике зависит от мапы. В принципе, есть мапы, где очень много кустов. Так что там надо взять каких-нибудь танков. Например, вот Роза на данный момент очень имбовая, или Джеки. А есть очень открытые мапы, где играют только дальники. Вот, например, есть Пайпер из очень имбовых. Вот недавно вышел Фэнк, кстати, он очень прикольный дальник. На него можно спокойно отыграть. Еще Пчела. Ну, в принципе, это на открытых мапах. Скорее всего, на этих мапах надо очень осторожно отыгрывать. Например, если тебя зажимают, то надо отойти. Вдруг там кто-то затимился, то в Дуошидешечку тоже бывает тимиться. Там по 2 команды. Надо просто как-то попробовать сыграть очень аккуратно, так как они могут очень жестко вас зажать. И, к сожалению, вы летите пятыми, просто проиграете кубасики. Ты когда играешь в Дуошиде, ты больше пушишь или более осторожно играешь, там в кустах сидишь, прячешься? Ну, я не любитель Дуошиде, так сказать, так что я не пытаюсь... Типа, когда сидишь в кустах, ты пытаешься кубки апать там или квесты делать. Когда ты рашишь, ты просто играешь на чиле, там, расслабляешься, так что я больше рашу, так сказать. Ну вот ты недавно там хотел набрать, сколько ты уже кубков сейчас набираешь? 65 тысяч, по-моему, да? У меня через 100 кубков уже мировой рекорд будет. Сколько? И потом 65. Ну, на данный момент 64 мировой. Вот как раз Ага. у меня через 164 будет. Вау, класс. И вот как... Блин, это прям жестко. Сколько ты играешь в день? Уже где-то дней 20 по 18 часов. Но я начал еще сезон на 4 дня позже. Плюс у меня школа, скримы. Так что это Ну, сложновато. И вот когда ты пытаешься, да, обнуть мировой рекорд, то ты играешь в Дуошиде и, например, в сольное тоже, да? Не-не-не, это не Вообще? те режимы, где можно мировые рекорды апать. Только 3 на 3. Я за этот месяц вообще не зашел в дуо или в соло ШД. А там тебе уже типа кубков не дают или как это работает? Там дают, но, во-первых, очень мало, прям очень. Во-вторых, это, так сказать, рандомный режим. Так как тебя могут зажать, просто от тебя ничего не зависит, как в трио. Там просто все от тебя зависит. И я не люблю рандомные режимы. А какой твой любимый сейчас режим? Brawl Ball играет только в нем просто. А в дуэли играешь? В дуэли вот так недавно видос записал, а так нет, просто это тоже фановый режим, типа зайти и видосик записать или почилить немного. Ну хорошо, а расскажи еще какие-то прикольные пики. Вот ты говорил про конкретных персонажей, но какое-то, может, сочетание типа героев. Там, например, Фэнк и Гром у тебя был здесь. И какие-то еще вот такие прикольные пики. Ну, сейчас очень жесткая мета именно эти 2 перса, так что я думаю, один из этих должен быть именно Гром или Фэнк. А второй же, например, если ты играешь с Фэнком, то это, так сказать, танк. Так что надо брать какого-нибудь хиллера. Вот, например, Байрон есть. Ну, Поко, думаю, точно зайдет из-за дистанции. Можно Джина еще взять или Стю. А если играешь с Громом, ну, это, так сказать, метатель. Его надо как-то сейвить, так что тоже посоветовал бы какого-нибудь саппорта. Например, Джин есть, Байрон или тоже Стю. Офигенные персы. А вот начинается игра, ты сразу идешь в центр или нет? Да, так как у нас есть гаджет Грома, типа он светит Ну да. все, и ты видишь, можешь сейвово отыграть, можешь рашить, если никого, например, нету. Ну, расскажи пару советов начинающим игрокам или игрокам, которые хотят, не знаю, лучше развиваться и прикольнее играть в Дуошиде. Что бы ты мог посоветовать? Много советов вряд ли там, потому что я сам не особо не играю, но я думаю, самое важное это то, что надо играть с тиммейтом, не с рандомом, потому что с рандомом фиг чё апнешь, они берут рандомных персонажей, а вот с тиммейтом можно, исходя из карты, подобрать какой-то сильный пик, может посмотреть связки у каких-то там ютуберов, не знаю, тиктокеров по Бравлику.
Вот. Ну вот я думаю, самое главное, что вдвоем играть. Ну вот, допустим, смотрит наш видос. Кого ты посоветуешь? Вот какая классная пара, которые сочетаются там между Вот, собой? который Вот я игра. играю. Да, вот Вот на Эдвард этой был, карте- и кто там у тебя был? И Бо. Ага, Типа Бо. Бо must have, думаю, на этой карте. Мгм. А второго перса там можно любого брать. Типа Тара нормально заходит. Если будет ульту копить на тотеме, потом рикошет. Можно Динамайк. Ну, метатели типа различные, там Гром, Динамайк, Тик нормально заходят. Ну вот, думаю, вот эти самые нормальные. Сам часто играешь в ДУШД? Нет, только если у меня квест есть. Или по приколу пойти. Мгм. Тренировки у вас вообще не проходят там, да? Не, я скорее, если мне делать нечего, пойду в дуэли поиграю, чем в ДУШД. Или в ШД. Хорошо. А для чего? Ну, вообще, есть какая-то польза играть в ДУШД? Не знаю. Это же не киберспортивное, получается, вообще. Ну да, польза. Ну я не знаю, просто пользы, думаю, особо нет, просто пофаниться там с тиммейтом, поугарать. Можно, конечно, если чисто кубки апать, можно то зайти чисто в кустах сидеть, пока две команды не останется. Так многие делают, я знаю, тоже встречал таких. Конец катки, у них 0 банок, они в кусте сидят и так капают. Ну, можно так кубки апать. Но ты больше любишь, типа, пушить, да, не сидеть в кустах? Ну да, так скучно. Ну, допустим, в этой катке, которую я записал, я там вообще не сидел в кустах. Умер, Мгм. правда, разочек, а так топ-1 и всех ударил. Ну, давай, может, еще пару тогда вариантов, типа, пиков. Ну, Бо Тара, Бо Гром, думаю. Вот Бо Гром капец как тащит. Даже Гром можно не с Бо, а с Рика с тем же. Или с танком каким-то, с Эдгаром. Типа Мгм. Гром хорошо на этой карте, мне кажется, заходит. А как тебе новый герой Фэнг? Я скажу, что он очень хороший, но на определенных картах. Типа везде его невозможно взять. А вот здесь, на этой, как тебе? На это, я думаю, вообще не взять. Он в ШД и в дуо ШД не особо, думаю, он больше как для трио, потому что с ульты может запрыгивать на нескольких персов, станций, типа, ну не знаю, в дуо ШД, в принципе, тоже можно как-то это применить. Но думаю, Мгм. больше он для трио подходит. Скажи какую-то прикольную тогда фишку игры за Эдгара. Я всегда на нем агрессивно играю, как только есть ульта. В ШД, я думаю, лучше играть щитом. Ну, я, типа, когда записывал, я особо не знаю, как в ШД, что брать, старки, там, гаджеты. Вот, я брал гаджет с щитом, потом поменял на перезарядку ульты. Я просто постоянно на всех запрыгивал. Эдгар Мгм. много кого может убить. Типа, всех дальников, даже Тару может убить. Только вот против танков могут быть проблемы. Эдгар входит в топ-3 твоих любимых героев? Нет, вообще далеко не входит. А Динамайк? Я почти не играю. Динамайк, да. Топ-1. Ладно, напомни, топ-два, какой да. у тебя топ-3. Перса моих любимых. Да. Мортис, Дина и третий... Даже не знаю. Может быть, Пайпер? Мгм. Да, думаю, Пайпер. Или Кольт. Пайпер или Кольт. Вот так. Всем спасибо за просмотр, ребят. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и пишите в комментариях, на какие еще режимы вы бы хотели увидеть разборы вместе с нашими игроками.